Мы все прекрасно помним сказку Андерсена про свободолюбивую русалочку Ариэль, которая встречает свою любовь в лице человеческого принца. А затем все кончается свадьбой и хэппи-эндом. Но на самом деле сказка о русалочке задумывалась совсем не такой. Это произведение далеко не о счастливой любви. Оно было написано о трагедии. О личной любовной трагедии Ганса Христиана Андерсена. И пока у нас продолжают вырезать из экранизации сказок неугодные российскому зрителю сцены, я расскажу вам, что на самом деле легло в основу одной из самых известных детских сказок во всем мире. Эй, ты на канале Дарки, и я рассказываю истории, которые ты 100% не знал, но когда ты узнаешь, тебе понравится. Сначала ты, может быть, и не поймешь, о чем я снимаю, но потом, когда ты поймешь, ты будешь в шоке, что кто-то вообще об этом снимает. И потом ты осознаешь, что на самом деле гадить в комментариях не нужно. И ты полюбишь меня, и мы останемся вместе навсегда. Подписывайся. Сегодня у нас милый, очаровательный, с женственной душой, как он сам про себя писал, Ганс Христиан Андерсен. Мы все знаем его сказки, и все, скорее всего, смотрели мультфильмы по этим сказкам. Но знаем ли мы самого Ганса? Или Ханса? Наверное, будет правильно произносить Ханс. Я буду просить Ханс. У него почти в каждой сказке проскакивает мотив одиночества, и это 100% не просто так, потому что сам Ханс был достаточно одинокий человек. Но тем не менее, у нас Ханс встречался с членом королевской семьи, и вы потом узнаете, с кем. Это было очень мило. Но, в общем, суть ролика не в том, чтобы просто рассказать, с кем он встречался, а именно как это повлияло на его произведение, и самое основное, конечно же, я вам раскрою тайну русалочки. Погнали! 2 апреля 1805 года в семье башмачника Ганса Андерсена и прачки Анны Марии Андерсдаттер в городе Оденсе родился единственный сын Ганс Христиан Андерсен. Витая в собственных сказочных мирах, он рос чувствительным, ранимым мальчиком. Ему тяжело давалась учеба. Его семья была достаточно бедной и не могла обеспечить Хансу надежное будущее. Поэтому в 14 лет юноша принял для себя роковой шаг. Он отправился в Копенгаген, чтобы стать знаменитым. Но не все было гладко. Успеху предшествовали годы неудач и еще большей бедности, чем та, в которой он жил в Оденсе. У юного Ханса было прекрасное сопрано, это высокий голос. Благодаря этому он попал в хор мальчиков. Но потом его голос стал меняться, чуть-чуть грубеть, и его оттуда выгнали. Потом он попытался стать танцором в балете, но тоже не преуспел, потому что балет это все-таки не для всех. Это достаточно большой труд, а у Ханса такой, можно сказать, он был немножечко нескладный, несуразный, и не получилось. Но в 1822 году 17-летнему Андерсену наконец-то хоть немножко повезло. Его заметил директор Королевского датского театра Йонас Коллен. Это очень важный человек в истории Ханса, но куда важнее даже не он сам, а его сын, в которого Ханс потом влюбится. Но обо всем по порядку. Мне со всех сторон говорили, что если бы мне посчастливилось заинтересовать собой этого человека, он, наверное, сделал бы для меня что-нибудь. И, по всей вероятности, Хансу таки удалось чем-то завлечь Йонаса, потому что тот сам лично поговорил с королем Фредериком VI, чтобы тот назначил ему стипендию и бесплатное обучение в гимназии. Но гимназия стала тяжелым периодом для Ханса, и он потом рассказывал, что она ему снилась в кошмарах до конца жизни. Мне, кстати, тоже моя школа до сих пор снится в кошмарах. В гимназии у Ханса ничего не получалось, потому что его очень сильно ненавидел ректор, у них были какие-то конфликты. Из-за этого Ханс не смог овладеть в достаточной мере грамотой, и у него остался пробел в этой сфере. Однажды, кстати, именно на этой почве Чарльз Диккенс после встречи с Хансом выскажется о нем как о жутко неграмотном человеке, который вообще не может говорить ни на одном языке нормально. Вот так вот получилось. Хорошо, что Диккенсу с образованием повезло чуточку больше. А теперь о самом интересном. У Йонаса был сын. Его звали Эдвард. Он был на 3 года младше Ханса, и так случилось, что судьба неразделимо связала их длинной, интересной, но печальной историей, которая легла в основу всемирно известной русалочки. И если вы когда-нибудь задавались вопросом, кто же был прототипом принца Эрика, то это был именно он. Эдвард Коллен был симпатичным молодым юношей, но довольно сдержанным в проявлении каких-либо чувств. Они с Хансом были абсолютно разными. Эдварда поначалу совершенно не впечатлил странный мальчик, которого отец привел в их дом, а затем еще и заставил сына помогать Хансу с латынью и грамматикой, которые юному дарованию давались с трудом. Коллен-младший пренебрежительно относился к Андерсену. Однако, постепенно за совместными уроками они начали сближаться, а затем и вовсе стали неразлучными друзьями. «Я тоскую по тебе, как по красивой девушке», – писал Ханс в одном из писем к Эдварду. «Мои чувства к тебе такие нежные». В другом письме он признался другу, что однажды летом принес розу к своей кровати, расцеловал ее,
По этому случаю Ханс написал Эдварду послание. «Бутон розы, такой твердый и круглый, прекрасный, как губы юной девы. Целую тебя как невесту. Почувствуй мой огонь». Это послание Эдварда, мягко говоря, не впечатлило, и он сделал вид, что он вообще ничего не понял, а может быть, он и действительно ничего не понял. Потому что Андерсон впоследствии в каждом своем письме буквально будет кричать о своих чувствах, и в ответ он будет натыкаться только на холодность, а то и вовсе какие-то упреки со стороны Эдварда. «Милый, славный Колин, знали бы вы только, с какой страстной тоской я каждый день смотрю, нет ли письма от вас. Вы бы поняли, как я люблю вас. С жадностью поглощаю я каждое ваше письмо. Будьте уверены, что я сам сознаю свои ошибки и слабости. Но нельзя же исправиться от них. Вот так сразу. Извините меня, что я в последнее время снова впал в чувствительный тон и проявлял к вам слишком нежные чувства. Вы ведь не любите этого. Но мне как-то не здоровилось. Постараюсь при случае проявить побольше холодности. Мой искренне любимый Эдвард, сегодня день вашего рождения. Я так много думал об этом, но все-таки не могу порадовать вас чем-нибудь особенным, как бы мне того хотелось. Написать вам стихи? Но это ведь в сущности глупость. Какая вам радость от них? Нет, я просто скажу вам, что искренне люблю вас. Может быть, больше, чем вы думаете. Я привязан к вам всей душой, только бы вы почувствовали это. Сколько раз с тех пор, как мы жили дома, хотел я сблизиться с вами. Но сам не знаю почему, я не могу. Если не сделаете первого шага вы. А вы так и не обмолвились ни словом о том, о чем я так жаждал поговорить с вами, в чем теперь смею признаться вам лишь письменно. Или нельзя нам и говорить об этом? Вы написали мне однажды после того, как я был чересчур дружески фамильярен, что люди, которые пожелают быть с вами на «ты», невольно отталкивают вас от себя. А вы знаете, что это было с моей стороны самым искренним сердечным порывом. Я так долго лелеял это желание и надеюсь, что хотя я высказал его, это все-таки не повлияло на ваши чувства ко мне. Не так ли? Поймите, как искренне я люблю вас. Никто горячее меня не сможет сегодня молиться за вас Богу. Ах, если бы я мог высказать вам все. Благослови вас Бог, милый, дорогой Колин. Правда в том, что Ханс, скорее всего, понимал, что Эдвард, не интересуется им, но тем не менее он продолжал попытки. Я думаю, это частично связано с тем, что Андерсон сам по себе был очень одинокий человек, а вот такое поведение очень свойственно людям, которые, не находят поддержки, понимания. И вот они, когда один раз влюбились, они ставят себе цель добиться этого человека любой ценой. Так часто бывает. Я не знаю, может быть, это была другая ситуация, но очень похожа на такую именно. И, кстати, если вы вспомните, то вот Ариэль тоже никто не понимал. Вы все нападаете на мою болезненную чувствительность. А вот именно ей-то, как это не покажется вам странным, я, по-моему, и обязан вашей искренней, верной дружбой. Мы с вами совсем не схожи по характеру, но именно моя чувствительность и мягкость заставили меня подчиниться вам. Будь я в то время таким же, как теперь, ваша манера обращения сразу оттолкнула бы меня от вас, прежде чем я успела бы узнать вас получше. Я чистосердечно, как ребенок, сознался вам, что желал бы быть с вами на «ты». Вы отказали мне. Я плакал и молчал, и несмотря на то, что отказ ваш нанес мне рану, которая вечно останется открытой, моя мягкая, полуженственная натура заставила меня сблизиться с вами. Когда Эдвард познакомился с Генриеттой, его будущей супругой, Ханс отреагировал на это следующим образом. У вас есть невеста, милая, почти чересчур красивое создание, а у меня есть столь же милая и еще более прекрасная природа. Она, между прочим, обладает мировым разумом и вечной юностью. Она поет мне, целует меня и угощает и маслом, и молоком, и земляникой. До свидания. Андерсон мог плакать ночами напролет, обижался на любую шутку и был достаточно ранимый человек, так что уж говорить о таком грубом отказе со стороны лучшего друга, который даже не попытался его понять. Впоследствии Эдвард признается, что сожалеет об этом. Хансу казалось, что он еще недостаточно взрослый и не соответствует требованиям взрослого мира. В 1836 году для Ханса Христиана Андерсена произошло ужасное. Эдвард все-таки решился жениться на Генриетте. Ханс на свадьбу не поехал, а вскоре и вовсе уехал в одиночестве на остров Фюн, откуда послал Эдварду письмо следующего содержания. «Почему вы называете меня своим достойным другом? Я не хочу быть просто достойным. Это самое безвкусное и скучное слово, которое вы могли бы применить по отношению ко мне. Любого дурака можно назвать достойным. Да у меня кровь горячее, чем у вас и у половины Копенгагена. Эдвард, меня так это бесит. Я хочу, чтобы ты наконец прозрел. Хочу увидеть твой сумасшедший смех.
Хочу уйти, оскорбленный, и не возвращаться к тебе в ближайшие несколько дней. В том же году Ханс окончательно замкнулся в себе и начал работу над «Русалочкой». Андерсон хотел быть любимым. Простой ярлык «достойный друг» был для него оскорблением и отрицанием его чувств. Позже Эдвард Коллин размышлял в своих мемуарах, что он не смог ответить Хансу взаимностью. «Я понял, что не могу ответить на эту любовь, и это причинило ему много страданий». Обиженный подобным отношением Эдварда, Андерсон сделал то, что делал всегда – описал эти чувства в своих произведениях. Он показал нам подводный мир, где русалка ищет принца из другого, человеческого мира. А ведь Эдварда, совершенно не такого чувствительного и совершенно его не понимающего, вполне можно назвать человеком из другого для Андерсона мира. Русалка оказывается отвергнутой принцем, даже после того, как спасает его. А позже, желая, чтобы он видел ее красивой, убеждает море дать ей ноги. Но это не срабатывает. В отличие от более мягкой диснеевской адаптации «Русалочки», Андерсон написал финал, наполненный гораздо большей болью, где его русалка, оставленная одна и никем не любимая, растворяется в морской пене. Она буквально погибает, как и предсказывала колдунья, от горя, когда принц выбрал вместо нее человека, как Эдвард выбрал Генриетту. Подобно гадкому утенку, русалочка ощущает, что с ней точно что-то не так. Красавец Эдвард был полным аналогом принца из сказки, а Андерсон, одинокий и женственный, поразительно похож на свою безымянную русалку. Его письмо к Эдварду после свадьбы буквально проливает свет на понимание трагедии русалочки. «Я предвижу свое будущее со всеми его лишениями. Я останусь одиноким, но чувства мои сильны, как и ваши, и я любил так же горячо, как вы теперь. Но любовь моя была лишь мечтой. Мечты этой я, однако, не забуду никогда, хоть мы и не говорим о ней никогда. О таких сердечных ранах нельзя беседовать даже с лучшим другом». Адаптация Диснея никогда не была каноничной, но каноничность и не является требованием для ремейка. Красота подлинной истории Андерсона заключается в самой трагедии. Он отфильтровал свою боль через призму искусства и создал нечто до сих пор сияющее особым свечением. Но не все в жизни Христиана Андерсона было лишь трагедией, у него были и более удачные романы. Несмотря на невзаимности со стороны Эдварда, взаимность пришла с другой, более неожиданной стороны, и не от кого-нибудь, а от самого герцога Веймарского. Они встречались, и доказательством этого служат трогательные письма Андерсона к нему. Прежде чем я вам их зачитаю, друзья, у меня есть кое-какой интересный проект, который я уже показывала вам в телеграм-канале. Это проект Урания, его ведет мой друг. Он посвящен ЛГБТ-представителям в истории России, но это не просто какие-то сплетни. Мой друг историк с доступом в архивы, и он находит очень такие классные, интересные моментики. Вот, ну, собственно, почти то же самое, что делаю я, только в формате сайта. Поэтому я вам предлагаю это посмотреть, я думаю, вам это будет интересно. Ссылка на Уранию будет в описании ролика. Ну а сейчас я вам расскажу, как так получилось, что такой нежный, ранимый и женственный Ханс вдруг так полюбился члену королевской семьи. С великим герцогом Веймарским Ханс познакомился в театре в Веймаре, а затем провел с ним 3 недели в Этерсбурге в 1844 году. Но даже после войны и последующих 8 лет разлуки Андерсон все еще хранил светлую память об этих совместных днях. Они встречались каждое лето с 1854 по 1857 год и продолжали переписываться до самой смерти Андерсона. «Мой благородный герцог, ваше высочество легко может понять искреннее счастье, которое я ощутил, как только получил ваше теплое и нежное письмо. Словно мы снова вместе, как в Этерсбурге. Вы пожали мне руку и сказали, что будете верным и преданным другом. Ваше королевское высочество возродило во мне душу поэта, и ваши письма теперь находятся среди моих самых священных сокровищ. Мой дорогой друг, я люблю вас так, как человек способен любить только самое благородное и лучшее. На этот раз я почувствовал, что вы стали еще более пылким и нежным ко мне. Каждая маленькая деталь наших встреч врезалась в мое сердце. В тот прохладный вечер, когда вы сняли свой плащ и накинули его на меня. Знаете, он не только согрел мое тело, но и заставил мое сердце трепетать еще сильнее. Скоро во мне родятся стихи для вас. Я рад, что ваше королевское высочество услышит их, словно биение моего сердца. Будьте счастливы. Вы даже представить себе не можете, как сильно я ценю вас, как необыкновенно вы запали мне в душу. Я не получил ответа на свое последнее письмо, которое написал вам весной. Впоследствии я узнал, что отряд веймарских войск двинулся на север. И, наконец, мне сообщили, что ваше королевское высочество отправится на поле боя. Я осознал это и глубоко опечален.
Больше не могу ничего написать. Я снова вижу вас и смотрю в ваши честные, ласковые глаза. Мне слышатся звуки тех радостных колокольчиков. Я снова вижу вас и смотрю в ваши честные, ласковые глаза. Снова и снова слышу колокольчики. Вижу вас и смотрю в ваши честные, ласковые глаза. Можете себе представить, какой он был бушечком. Но, кстати, его сказки при этом всем вообще не такие. В викторианскую эпоху его произведения публиковались не в переводах, а в пересказах. Это немного другое. В оригинальных сказках Андерсона на самом деле много насилия, печали и даже смерти. Это не соответствовало представлениям британцев второй половины XIX века о детской литературе. Поэтому перед публикацией на английском языке из произведений Андерсона изымали наиболее такие недетские фрагменты. Так что по сей день книги Андерсона выходят в двух сильно отличающихся друг от друга вариантах. В классических пересказах викторианской эпохи, которые мы с вами, в принципе, и можем сейчас читать, и в более современных переводах, которые уже больше похожи на исходный вариант Андерсона. Кстати, могу ли я не упомянуть, что Ханс Христиан Андерсен обожал нашего Шунечку Пушкина? Ну, кто его не обожал, конечно же. Он даже стал гордым обладателем страницы из тетради Пушкина, в которую он в 1825 году, готовя к публикации свой первый сборник стихотворений, переписал несколько отобранных им произведений. К сожалению, несмотря на все свои попытки стать для кого-либо намного ближе, чем просто достойным другом, Андерсен все равно скончался в полном одиночестве 4 августа 1875 года. Однако его сказки все равно будут жить вечно, как и трогательные письма, как и маленькая одинокая русалка на дне глубоких вод, прекрасная и неповторимая, но никем так и не понятая. Так что вот, друзья, можно как угодно относиться к тому, что в этом мире существует, но отрицать, что мы смотрим, читаем, слушаем плоды того, что родилось благодаря именно вот этим самым чувствам, ну, это очень нецелесообразно отрицать. Теперь можешь приходить и смотреть остальные истории, они не менее интересные, какие-то даже намного более интересные. Не забудь просто подписаться, если ты смотрел до этого момента, я уверена, что тебе, значит, было интересно, поэтому в чем проблема? Тогда подписывайся и подписывайся на мой инстаграм, там всякие новости по поводу роликов и вообще. Я очень часто вас спрашиваю, о ком мне делать следующий ролик, какие-то всякие там интересные отсылочки даю. Так что вот, приходи, пожалуйста, в мой инстаграм, потому что для меня очень важно. Я в первую очередь слушаю тех, кто мне там что-то пишет, потому что я понимаю, что это люди, которые наиболее заинтересованы в моем контенте, потому что они, ну, в общем, понятно почему. Еще у меня есть телеграм-канал, но я уже устала его рекламировать, если честно, кому надо, тот подпишется, там много всего, и не выразить словами, сколько всего трудов моих потрачено уже на телеграм-канал, так что все. С тобой была Дарки, увидимся через неделю, пока.